Привет, Арми. Что-то происходит, и на этот раз это ощущается тяжелее обычного. Последние несколько дней фандома пестрят смешанными эмоциями, гневом, замешательством и даже грустью. Потому что Чингук и Тэхён снова стали объектами яростных оскорблений со стороны хейтеров. И что еще более шокирует, ходят слухи, что сам HYBE якобы сыграл свою роль в их разлуке. Это довольно серьезное обвинение, но, учитывая всю эту закономерность, многие начинают задаваться вопросом, это действительно совпадение или это продуманная стратегия. Тем временем, посреди всего этого хаоса, Тэхён выдал одну короткую, но содержательную фразу. «Я уйду и вернусь». Он сказал это перед отъездом в Лос-Анджелес на мероприятии Тир-Тир-Папу 15 ноября. Простая фраза, но для фандома она прозвучала как скрытое послание. Многие посчитали слова Тэхёна просто обычным приветствием, беззаботным жестом, призванным успокоить фанатов. Но для Арми, особенно тех, кто давно следил за отношениями Тэхёна и Чингука, эти слова, казалось, имели другой смысл, нечто более глубокое. «Я уйду и вернусь». Эти слова прозвучали как обещание. Как будто он хотел сказать, меня ненадолго не будет, но я обязательно вернусь, ради чего-то или кого-то важного. И именно с этим именем Чингук начал ассоциироваться. Потому что почти в то же время Чингук оказался под шквалом критики со стороны ненавистников. Многие считали его слишком свободным, слишком другим и даже слишком часто одиноким. Но в глубине души Арми прекрасно знали, Чингук просто пытался быть собой. Он усердно работал, постоянно тренировался и все еще показывал ту же мягкую сторону, что и прежде. Но некоторые фанаты заметили еще кое-что странное. Почему всякий раз, когда всплывали слухи о Тэхёне, в них неизменно вплеталось имя Чингука? И каждый раз, когда на Чингука нападали, Тэхён словно бы исчезал в тот же момент. Это просто совпадение, или кто-то намеренно пытается их разлучить? Некоторые предполагают, что HYBE сейчас пытается установить контроль над повествованием, чтобы предотвратить чрезмерную привязку образов артистов друг к другу. Это особенно актуально сейчас, когда эти двое все чаще оказываются в центре внимания из-за их все еще сильной химии. Хотя они редко появляются вместе на публике. Но ARMY – необычный фандом. Они наблюдательны, чувствительны и точно знают, как взаимодействуют Тэхён и Чингук, даже без слов. Одного взгляда, короткого предложения или даже жеста достаточно, чтобы многие поняли, что их все еще романтические отношения. В международном сообществе ARMY циркулирует интересная теория, что фраза Тэхёна «я уйду и вернусь» была не просто посланием фанатам, а скорее личным сигналом, формой скрытого общения. Они утверждают, что Тэхён знал, что Чингук находится под огромным давлением. И этой фразой он, казалось, пытался успокоить кого-то, с кем не мог связаться лично. Это как будто говорит: «Меня не будет какое-то время, но я вернусь. Не волнуйся. Не сдавайся». Особенно если посмотреть на их поведение. Всякий раз, когда один из них сталкивается с трудной ситуацией, другой обычно подает тонкие сигналы, будь то через песни, прямые трансляции или даже выбор одежды. Например, некоторые фанаты заметили, что кольцо, которое Чингук носил в своей последней трансляции, было похоже на то, что было на пальце Тэхёна в прошлом месяце. Совпадение? Возможно. Но в мире теории Тэхёна ничто не случайно. Также существует предположение, что HYBE пытается сохранить публичную дистанцию между ними, чтобы не привлекать внимание СМИ к их отношениям. Особенно после того, как многие международные СМИ начали называть личные отношения Тэхёна и Чингука слишком интимными. Этот шаг некоторые фанаты назвали «контролем ущерба». Но на самом деле он имел обратный эффект, фандом стал еще более подозрительным и защитным. В конечном счете, мы никогда не узнаем всей правды за кулисами. Но одно можно сказать наверняка: и Чингук, и Тэхён всегда были искренни в своих чувствах к Арми, к музыке и, возможно, друг к другу.
Поэтому, когда Тэхён сказал «я уеду и вернусь», это, вероятно, было не просто обещанием посетить зарубежные мероприятия и вернуться в Корею. Возможно, это было теплое послание тому, кто переживал бурю, человеку по имени Чингук. И, как всегда верили армии. Их не всегда можно увидеть вместе. Но они всегда рядом друг с другом, молча, в поддержке и в своих сердцах. Оглядываясь назад, можно заметить, что каждый раз, когда наступала буря, Чингук и Тэхён по-своему демонстрировали свою силу и искренность. Они никогда не отвечали гневом, никогда резкими словами. Вместо этого они отвечали работой, улыбками и посланиями, которые могли понять только чуткое сердце. И, возможно, именно поэтому армии так стойко держались своей веры, в то, что между ними было что-то настоящее и искреннее. Слова «я уйду и вернусь» могут показаться кому-то простыми. Но для армии эти слова словно мостик между двумя сердцами, которые понимают друг друга, не будучи всегда вместе. Среди слухов, оскорблений и сложных игр в образы Тэхён и Чингук сохраняли то, чего никто другой не мог коснуться – свою связь. Связь, которая преодолевает расстояние, время и даже границы, созданные индустрией. Многие говорят, что HYBE пытается контролировать повествование. Но они не могут контролировать чувства, которые естественным образом возникают между двумя людьми, уважающими друг друга. Отношения, какой бы формы они ни принимали, рождаются из честности, а не из концепции или стратегии. И в этом их красота. Эйяр-Эмуай знает, что любовь, дружба или что бы их не связывало, не нужно говорить, чтобы почувствовать. Сейчас, пока Тэхён в Лос-Анджелесе, а Чингук все еще борется с давлением в Корее, царит успокаивающая тишина. Потому что, несмотря на то, что их тело находится в тысячах километров друг от друга, словно есть твердая вера в то, что они остаются связанными. Что обещание «я уйду и вернусь» не просто предложение, а тихое послание, повисшее в воздухе, ожидая подходящего момента для ответа. И, возможно, когда мир снова успокоится, когда буря комментариев и слухов начнет утихать, мы снова увидим их на том же месте. Возможно, не на одной сцене, но в момент, выбранный судьбой, как будто Вселенная знает, что между Тэхёном и Чингуком что-то незаконченное. Что-то, что может понять только истинно верующее сердце. Армии мир может продолжать шуметь от слухов и домыслов, но одно неизменно – это то, как они всегда возвращаются взглядом, песней или присутствием, которое ощущается даже без слов. И, возможно, слова Тэхёна на этот раз – начало чего-то, что тихо готовилось. Момента, который заставит весь фандом затаить дыхание, когда он наконец случится. И это наша сегодняшняя история армии. Каждый день рождается новая история, приносящая смех, иногда немного боли. Но в основе всего этого есть одно, что никогда не меняется – страсть и любовь, которые продолжают объединять нас как одну большую семью. Как бы тяжело не было сегодня, пока мы вместе, все будет иметь значение. Что бы ни происходило, одно несомненно – мы все еще здесь. Продолжайте стоять, продолжайте верить и продолжайте поддерживать их всем сердцем. Возможно, нам не удастся стереть все злонамеренные комментарии или остановить распространение слухов, но мы можем стать светом во тьме киберпространства. Ваша небольшая поддержка сегодня может остаться незамеченной, но для кого-то она может значить все. Никогда не забывайте распространять любовь, а не ненависть. Потому что эта любовь всегда была фирменным цветом Эйяр-Эмуай. Любовь терпеливая, сильная и непоколебимая. Пока другие заняты распространением ненависти, мы выбираем спокойствие, понимание и продолжаем верить в добро. Это то, что отличает нас и делает наше сообщество таким особенным. За каждым слухом, каждым резким словом и каждой сбивающей с толку суматохой всегда стоит сердце, пытающееся оставаться сильным. Будь то сердце участников, которые продолжают усердно работать без жалоб, или сердце фанатов, которые пытаются защитить их со всей своей любовью. Мы все боремся по-своему, и этого более чем достаточно. Потому что важно не то, как громко мы говорим, а насколько искренне мы любим. Увидимся в следующем видео. Армия. Берегите себя, сохраняйте доброту в своих сердцах и продолжайте излучать позитивную энергию, где бы вы ни были.
Этот мир и так достаточно шумит от ненависти. Давайте станем тихими голосами, несущими мир. Будьте в безопасности, оставайтесь добрыми и всегда сохраняйте фиолетовый дух живым. Фиолетовое сердце.